Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я вас приветствую на моем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Сегодня я хочу с вами поделиться секретом, мастер-классом, каким образом я утепляю шапки, которые я покупаю в магазинах, либо вяжу сама для себя и своей семьи. Начну с фразы, что шапок много не бывает. Сегодня я только покажу вам малую часть того, что у нас есть с дочерью. Они у меня все подобраны на сезоны. Это теплую весну и осень. И также покажу вам шапки зимнего варианта. Так как я живу в России и в регионе, где достаточно холодно, бывают суровые морозы, температура градусов бывает больше 30 градусов, минус 30 градусов, а также я мерзну, когда температура доходит до минус 15 градусов. Вот такие шапочки осенне-весеннего варианта меня не согревают. Необходимо что-то потеплее. В таких случаях я ношу шапки из натурального меха, либо вяжу сама и дополнительно делаю утепление для шапок. Также я готовлю для вас мастер-класс, который в ближайшее время выйдет на канале. Он будет состоять из двух частей. То есть в первой части я рассказываю, как связать шапочку спицами. И во второй части, чтобы не затягивать видео мастер-класс по вязанию шапочки, я сниму уже подробный мастер-класс, каким образом я утепляю шапочку. Шапочку можно связать для девочки, молодой девушки, женщины, независимо от возраста. То есть я подготовила подробный мастер-класс по вязанию для начинающих рукодельниц, где буду показывать весь процесс вязания поэтапный от набора петель до вывязывания макушки. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить очень интересную, важную и интересную информацию, уроки по вязанию, мастер-классы. А также я делюсь секретами, которые я уже приобрела в процессе жизненного опыта и своего мастерства. А сейчас давайте приступим. У меня вот есть целая коллекция бельевых резинок разной ширины и разного цвета. Покупаю я эти резинки в магазине товаров для рукоделия, либо магазин ткани. Там тоже есть вот эти резинки разной ширины и толщины. Они, кстати, могут быть разные по толщине. Вот это более плотная резинка. Она довольно-таки туго растягивается. Вот здесь немножечко потоньше. Но она очень широкая и тоже туго растягивается. Здесь максимальная ширина резинки около 8 миллиметров, 8 сантиметров, 80 миллиметров. Это ширина резинки 5 сантиметров. И вот бывает 2,5. И цветовая гамма тоже. Вот здесь вот есть черная и белая. Как правило, я цвет резинки подбираю под цвет основного полотна, то есть цвет шапки. Беру, чтобы вам не мешалось. Здесь, значит, у меня резинка использована, тоже бельевая, назовем ее так, 2,5 сантиметров. Каким образом я, значит, вот это делаю? Измеряю обхват головы ребенка, либо свой, и вычитаю 1,5-2 сантиметра. Сшиваю концы, накладываю друг на друга. Можно на швейной машине прострочить зигзагом, можно вручную сшить, обработать. Здесь край обжечь
свечой, спичками, либо зажигалкой, чтобы она не махрилась с обеих сторон. И путем наложения деталей, то есть краев, я сшиваю края. Здесь либо, я уже говорила, на машине, можно вручную, если у меня мало времени. Накладываю и вот пришиваю там, где у меня на шапке имеется шов. Здесь вот шапка связана не по кругу, а имеется шов. Вот здесь я вставила резиночку, пришила ее и уже отворот тоже прикрепила к шапке, чтобы он и в нескольких местах тоже закрепила отворот обычными хбшными ниточками. Тоже под цвет пряжи. Потайными стежками закрепляю в нескольких местах. Вот поближе покажу вам. И тогда все комфортно, шапка одевается, и не видно, что внутри используется резинка. Что дает нам резинка? Какие плюсы? Во-первых, она непродуваемая. За счет того, что она очень плотная, это уже проверено. То есть у вас защищен лоб и уши. То есть от сквозного ветра голова не мерзнет. Шапка достаточно хорошо, в зависимости от того, какую слабину либо вы ставили в окружности головы, она хорошо должна прилегать к голове, чтобы зафиксировать ее, и не сползает на макушку и защищает наши уши от сильного ветра. Такой вариант я всегда использую ребенку и себе. В случае, если я вяжу шапку зимнюю. Также вот здесь у меня использована резинка уже черного цвета. Она шире. До этого в этой шапке резинка была 2,5 миллиметра. 2,5 сантиметра. То есть, так как здесь отворот у меня 4 сантиметра, здесь отворот 7 сантиметров, и резинку я уже взяла шире. Ширина резинки 4 сантиметра и либо 40 миллиметров. Таким образом тоже я пришила ее внутри. Пришиваю резиночку я в нескольких местах. Вот здесь вот я, допустим, пришила ее к самому полотну нитью черного цвета. Нет, здесь вот даже у меня использована, видите, нить синего цвета под цвет шапки, чтобы здесь изнутри не было видно вот этого шва. То есть все выполнено незаметно, аккуратно, и резинка хорошо зафиксирована, так как я ее пришила в нескольких местах к шапке. К самой основе шапки вот таким образом выглядит шов, где я соединяю резинку, концы резинки друг с другом с обеих сторон, то есть с лицевой и с изнаночной стороны. Я прошиваю вот эти края ленты резинки. И потом, когда я пришила резинку к основному полотну, я отворот тоже пришиваю нитью под хбшный, под цвет пряжи. То есть вот ничего у меня не отворачивается и не видно, что там у нас спрятана резинка. Здесь вот шапка вот у меня на прохладную осень. Так, давайте я покажу вам свой вариант шапки. Связала я ее крючком из пряжи, детская пряжа из Троицка. Таким образом она выглядит. И здесь я, значит, тоже связала
бордюр, но уже не в детском варианте. У меня отворот сверху, а в данном случае у меня отворот связан внутри. То есть с внешней стороны у меня, как обычная шапка, а внутри у меня связан отворотик для того, чтобы шапка была теплая. И внутрь я вставила резинку. И когда я вязала последний ряд, я соединила в последнем ряду отворот шапки связанным полотном. То есть здесь я уже ничего не пришивала отворот, а сразу же его соединила вместе при помощи крючка. И у меня уже резинка, она была вставлена до того момента, как я соединяла отворот к основному полотну. Также я уже говорила в предыдущих видео, что я готовлю для вас мастер-класс по вязанию шапочки спицами. Обучающий урок я готовлю для начинающих рукодельниц, которые только учатся вязать спицами. И на основе шапки мы с вами будем разбирать процесс вязания от начала и до закругления макушки шапки. Также я вам покажу, каким образом я буду утеплять данную модель шапки подкладом. И, в общем, все тонкости я покажу уже во второй части мастер-класса. То есть первый мастер-класс я подготовила для того, чтобы вы связали основу шапки. Будет подробный мастер-класс по вязанию. Так что подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов и другой полезной информации. А во второй части я буду уже показывать, каким образом я буду утеплять шапку при помощи подклада и каким образом я буду пришивать резинку. А данную модель шапки мы будем вязать для зимы на холодную погоду. Надеюсь, вам мой секрет пригодится, и можете в комментариях поделиться, каким образом вы утепляете свои шапки, помимо того, что вы пришиваете подклад из флиса. Здесь у меня тоже вот одна модель есть, где есть флисовый подклад меховой. Данный вариант так подходит как для детей, так и для взрослых. Надеюсь, мастер-класс вам пригодился, и вы будете его использовать уже у себя при вязании шапочек. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Я стараюсь ежедневно, либо через день, публиковать мастер-классы по вязанию, обучающие видеоуроки, обзоры пряжи, новинки пряжи, и также делюсь своим опытом и мастерством. Спасибо, что вы проявляете интерес к моему творчеству, и подписывайтесь на мой канал. Остаетесь со мной. Я думаю, на моем канале вам будет интересно. Канал находится на стадии развития. Ему уже будет скоро год, в феврале месяце. Но видео я начала снимать только, даже помню это число, 4 июля. Я начала снимать мастер-классы по вязанию. И в ноябре у меня был отпуск. Целый ноябрь. Так что на канале, канал молодой. Прошу меня поддержать и сильно не критиковать, так как канал у меня только на стадии развития, и мы с вами здесь объединяемся общими идеями, целью и любовью, как говорится, к вязанию. С вами была Елена. До новых встреч. Пока-пока.